Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала. Я рада приветствовать вас на канале Истории судеб, и вот наша история на сегодня. Марина сидела на лавочке в парке. Улыбка не сходила с ее лица. Даже солнышко через осенние листья выглядывало так, что еще больше поднимало настроение. Она не заметила, как к ней подсела старушка. «Дочка, у тебя сегодня особый день». Марина повернулась. Конечно же, особый. А как по-другому? Ведь она шла от врача. Она беременна. «Да», — ответила она и улыбнулась. «Послушай меня, дочка, и просто поверь. Я не хочу омрачать твое счастье, но лучше, если ты будешь к этому готова. Сегодня тебя разочарует твой любимый. Это будет ударом для тебя. Но не натвори глупостей». Марина смотрела и недоумевала. Ее Андрей не может разочаровать, и он точно будет рад. Я понимаю, что сейчас ты мне не веришь, но когда произойдет, знай, что ты совсем справишься, и одна из дочек тебе будет опорой. Да, у тебя будет 2 девочки, и когда наступит момент, расскажи ей об отце. Так ты ее спасешь. Бабулечка встала и ушла. Марина смотрела ей вслед. Она задумалась о ее словах, а потом решила, что просто у бабушки проблемы с головой. И о ее беременности она догадалась по улыбке Марины и потому, что она гладила свой живот. Срок еще маленький, но, видимо, работает какой-то рефлекс. Заглянув по дороге домой в булочную, она купила Наполеон. Она и Андрей его очень любили. Марина не сказала мужу, что сегодня отпросилась с работы, и решила сделать ему сюрприз. Приготовить к его приходу домой вкусный ужин, а на десерт торт и новость, которая изменит жизнь их семьи. Войдя домой, она увидела на полу сумки. Странно, кто-то приехал в гости? Но дома никого не было, и кто бы открыл дверь? Пройдя в комнату, она увидела Андрея, который собирал сумку с вещами. «Тебя отправляют в командировку?» Андрей не слышал, как зашла Марина, и вздрогнул от неожиданности, услышав вопрос. «Я надеялся, что успею до твоего прихода, но так, наверное, даже лучше. Марина, меня не отправляют в командировку. Я ухожу». Марина от услышанного присела на диван. У них же было все хорошо. Что случилось? Мысли мелькали у нее в голове. «Марин, вот только давай без истерик. Ты же понимаешь, у нас никогда не было страсти. Ну да, я тебя любил, но такая тише-гладь надоела уже через полгода. Потом это была просто привычка. Я уже несколько месяцев встречаюсь с другой. Давай просто тихо разойдемся. Квартиру я оставлю тебе. Мой бизнес поднимается, и я куплю себе другую. Да и все, что в квартире, оставлю тебе. Заберу только свои личные вещи». Марина молчала. Она просто наблюдала за тем, как Андрей аккуратно складывает вещи. Потом он взял сумки, положил ключи на полочку и ушел. Звук отхлопнувшей двери заставил ее очнуться. Она вспомнила бабушку из парка. «Не натвори глупости, дочка». Промелькнули слова той в голове. «Не натворю. У меня есть ради кого идти дальше. А вот об отце мой ребенок не узнает никогда. Так же, как отец и не узнает о нем». Через месяц она продала квартиру и уехала из этого города. Сбережений хватило на покупку жилья и еще осталось на первое время. Работать она продолжала в своей организации, но только удаленно. Через некоторое время она узнала, что у нее будет 2 малыша. Пол не могли точно сказать, и поэтому она закупала пока все нейтральные вещи. В положенный срок родились 2 девочки – Лена и Алиса. Лена была спокойной малышкой, кушала, спала. Алиса была более беспокойной и часто не давала спать по ночам. Марина старалась уделять девочкам одинаковое внимание, не выделять кого-то из них, но капризы Алисы перекрывали все планы. Спустя 3 года девочки пошли в детский сад, а Марина нашла новую работу в городе.
На старой она осталась на полставки. Двоих поднимать одной – еще та задача. Но она делала все, чтобы девочки ни в чем не нуждались. Лена даже в своем возрасте была уже помощницей маме. Она всегда собирала игрушки, когда просила мама, и пыталась еще в чем-то помочь. А вот Алиса была полной противоположностью. Заставить собрать ее игрушки было практически невозможно. Она плакала, топала ножками и делала все, что можно, но только не то, о чем ее просили. Когда девочки пошли в школу, практически ничего не изменилось. Лена была прилежной ученицей, а Алиса просто списывала у нее домашние задания, а на уроках получала в лучшем случае тройки. Марина как могла разрывалась между ними. «Алиса, ты пойми, не всегда можно жить за счет сестры. Твоя учеба – это твое будущее. Леночка, помоги ее подтянуть по предметам». Лена старалась что-то внести в голову сестры, но все было без толку. Ей было жалко маму, которую очень часто вызывала классный руководитель. Обе девочки не были ничем обделены, кроме внимания мамы. Но Лена понимала, что мама так много работает для них, а Алиса устраивала истерики по поводу и без. В 10 класс Алису перевели только благодаря просьбам ее сестры и мамы. На тот момент она уже начала гулять допоздна и не ставила ни во что маму. «Мам, вот если б у нас был папа, то, может, он смог бы остепенить Алису?» Иногда на эмоциях говорила Лена. «Все может быть, но у вас есть только я. Запомни это». Сколько раз Лена не пыталась узнать что-то об отце, то натыкалась на стену. Она мечтала, что когда-нибудь папа войдет в их двери, и все будет иначе. Мама не будет так много работать, а папа приструнит Алису. Когда девочки были уже в 11 классе, Марина сказала, что их ждет серьезный разговор, и они пошли на кухню. «Девочки мои», — начала Марина, — «я всегда делала все для вас. Вы скоро заканчиваете школу, и вам надо поступать в институт или колледж. Увы, я не в состоянии оплатить вам обучение, и ваше будущее только в ваших руках». Алиса не дала ей договорить. «Как не сможешь? И что теперь мне остается?» «Учиться», — почти криком ответила Лена. «Но родители обязаны обеспечить всем своих детей», — тут же парировала Алиса. Она понимала, что на бюджет ей никуда не поступить. «Девочки, не ссорьтесь. Я откладывала на ваше обучение. Но сегодня доктор сказала, что мне требуется операция и реабилитация. Увы, прогноз неутешительный, но есть шанс. Я решила отправить сбережения на свое здоровье. Простите». Лена подошла к маме и обняла. «Мамочка, все будет хорошо». Алиса пыталась что-то сказать, но Лена посмотрела на нее так, что та быстро закрыла рот. Когда девочки уже были в своей комнате, то Алиса сказала: «Раз так, то ты будешь сдавать вступительные за меня». «Нет, Алис, у тебя есть время, чтобы выбрать между гулянками и учебой, а я буду заниматься своим будущим». После операции Марина была практически лежачая. Лена постоянно ухаживала за ней. В школе знали и закрывали глаза на пропуски, учитывая, что Лена приходила на контрольные срезы и писала их на отлично. А вот Алисе ставили тройки просто так. Лена прикрывала сестру, как могла. Сегодня был выпускной вечер у девочек. Лена пришла домой и показала маме аттестат. Марина улыбнулась, как могла. «Дочка, иди на выпускной, не сиди тут со мной». «Нет, мам, я не пойду. Тем более взнос за выпускной я сдала только за Алису». «Но как так? Я же дала денег на двоих». «Мам, дома деньги были нужнее, и я решила так». Весь вечер Лена была с мамой. Они смотрели старые фильмы. Марине было уже совсем плохо,
И тут она вспомнила ту самую бабушку из парка. Ведь сбылось все, что она говорила. А значит, надо рассказать Лене об отце. «Дочка, принеси фотоальбом из комода. Там, где фотографии вас, маленьких». Лена принесла и раскрыла его перед мамой. Вот за этой фотографией, где ты с Алисой около елки, есть еще одна. На этом фото я и ваш отец. Позади написаны его данные. Ты легко сможешь найти его. Он сейчас очень известен и внешне практически не изменился. Когда понадобится помощь, обратись к нему. Но, мам, зачем мы ему нужны, если он нас бросил? Вас он не бросал. Он бросил меня в тот день, когда я хотела рассказать о беременности, но не успела. Он не знает о тебе и Алисе. Сохрани это фото у себя. И пока не говори сестре. И в нижнем шкафчике еще лежат деньги. Чувствую, они вам скоро пригодятся. Я люблю тебя и твою сестру. А сейчас давай отдыхать. Нет сил ждать Алису. Лена ушла спать к себе в комнату. Алиса пришла домой утром. Как и положено, она отгуляла выпускной, встретила рассвет и вернулась довольная. Лена проснулась от шума, увидела Алису и прилегла еще поспать. Утром, как всегда, приготовила маме завтрак, зашла в ее комнату и сразу поняла, что что-то не то. Марина ушла тихо во сне. Дальнейшие дни были как в тумане. Всем занималась Лена. Прошло 9 дней. Сестры сидели на кухне. «Алиса, ты подала документы на учебу?» «Ленка, да зачем она мне нужна? Ну куда я поступлю на бюджет? Не пойду же на швею или повара». «А что в этом плохого? Я вот хочу идти на повара. У меня прекрасно получается готовить, и эта профессия всегда нужна. И что плохого в швее?» «Вот ты, блин! Ну посмотри, какие мы красотки! Зачем нам учеба? Я найду себе обеспеченного мужа и буду домохозяйкой. Ну, максимум рожу ему одного ребенка». Лена поступила учиться в другой город, как и планировала, а Алиса осталась прожигать жизнь. Лене не удалось ее вразумить. Когда прошло полгода со смерти мамы, то Алиса позвонила сестре и попросила приехать. Когда Лена приехала, то Алиса начала говорить практически с порога. «Слушай, Ленка, тебе со своей учебой совсем некогда заниматься такими вопросами, как наследство. Давай вот тут подпиши, и я все оформлю, везде схожу. Ну не сможешь же ты сюда мотаться постоянно. А сама знаешь, ко всему придираются, то подпись не там, то буквы не те». Лене действительно было некогда этим заниматься, и она, особо не вчитываясь, все подписала, а через день уехала обратно. В следующий раз Лена приехала домой на годовщину смерти матери, но открыл дверь ей какой-то мужик. «Простите, а вы кто?» – тихо сказала Лена. «Я муж Алисы». Лена отодвинула мужчину, чтобы пройти внутрь. Странно, но Алиса не говорила ей о том, что вышла замуж, хотя они созванивались минимум раз в месяц. Тут же вышла заспанная Алиса. «Ну и зачем ты приперлась?» – грубо спросила она. «Алиса, завтра год как нет мамы, и эта квартира наша, общая». «Общая», – хихикнула Алиса. «Да ты сама подписала отказ от наследства, так что твоего здесь ничего нет. Думала, я просто хотела взять на себя кучу проблем по оформлению? Выметайся». Лена не могла сказать ни слова. Тут она заметила в коридоре пакет, из которого торчал фотоальбом. Алиса увидела, куда смотрит сестра. «Этот хлам можешь забрать себе. Все равно собиралась на мусорку выкинуть». Она взяла пакет, вытолкала сестру за дверь и следом швырнула его. Лена присела на ступеньки. На шум из соседней квартиры вышла баба Вера. «Ой, Леночка, как я рада тебя видеть! Может, ты сможешь на сестру подействовать? Жить спокойно не дают, только музыка и пьянки». «Увы, тетя Вер,
не смогу. Вот видите, и меня вышвырнули». Баба Вера все поняла. «Пойдем ко мне, а завтра вместе сходим на могилку. Я помню». Так и сделали. Лена переночевала у баб Веры, а на следующий день они вместе убрались на могилке Марины. Вернувшись в общежитие, Лена была рада, что хотя бы сейчас, пока она учится, у нее есть где жить. Закончив колледж, она собирала свои вещи. Куда идти, она не знала. Баба Вера рассказала, что Алиса продала квартиру и куда-то уехала. Номер телефона сменила. Да и там Лену все равно не ждали. Когда Лена складывала фотоальбомы, которые сберегла, она вспомнила о снимке отца. Сначала хотела сразу выкинуть эту мысль из головы, а потом всплыли слова матери, что их он не бросал, и когда будет совсем туго, то обратись. Сейчас было именно так. Собрав все силы, она зашла в интернет. Долго искать не пришлось. В областном городе он был достаточно известный бизнесмен. Она набрала номер его приемной. «Здравствуйте. Мне надо поговорить с Андреем Валерьевичем. Он сейчас на совещании. А вы по какому вопросу? Передайте ему, что звонила дочь, его и Марины». Лена продолжала собирать вещи. Буквально через час раздался звонок. Ей перезвонил отец. Она, как могла, объяснила ему, кто она. Решили, что сейчас она садится в электричку и едет к нему, а там дальше будет видно. Андрей стоял сам на перроне вокзала и явно нервничал. Он помнил свою Мариночку, помнил, как любил ее и как бросил. Какой он был дурак, он понял только через год. Но было поздно, и он не смог найти ее. Больше так и не женился. А тут дочь, и, как она сказала, она не одна. Лену он узнал сразу. Она была просто копией Марины. Вечером, после ужина, Лена рассказала ему все, показала фото. «Дочка, теперь у тебя все будет по-другому. У тебя все будет. И Алису найдем». «Андрей Валерьевич, мне не надо все. Мне нужна сейчас помощь, чтобы открыть свое дело. А потом отдам все. Просто сама не справлюсь». Лена открыла свое кафе. Чуть позже уже ресторан. Она была прекрасным поваром, а потом другие готовили по ее рецептам. Прошло 7 лет. Андрея Валерьевича она называла папой. Бизнес ее рос. Единственное, о чем она жалела, так это то, что они не могли найти Алису. Но отец и муж успокаивали ее. И вот, как-то вечером ей надо было заскочить в ресторан. Ее встретил управляющий и как-то странно смотрел на нее. «Елена Андреевна, понимаете, тут такое, мы думали, это вы, но как-то странно одеты, а это просто ваша копия». «Где?» – тут же спросила Лена. «За 7 столиком. Она, как бы вам сказать, явно из сопровождающих девушек». Подойдя к столику, Лена увидела ярко накрашенную Алису в мини-юбке, которая флиртовала с их постоянным клиентом. «Извините, эта девушка вам мешает?» «Нет, она со мной». «Понимаете, ее вид не соответствует статусу нашего ресторана», продолжала говорить Лена, а голос дрожал. «Хотя бы одолжите ей свой пиджак». Еще не повернувшись, Алиса начала говорить: «Да кто ты такая, чтобы указывать мне?» Но дальше уже не могла ничего сказать. «Я хозяйка этого ресторана. Пройдемте». Алиса покорно встала и пошла вслед за Леной. Уже находясь в ее кабинете, Лена спросила: «Как ты докатилась до этого? Я тебя искала. Отец искал». «О, а у нас есть отец. И судя по тому, что этот ресторан твой, то явно богатенький. Теперь мне не надо будет ублажать этих старперов. И не нашла бы ты меня. Я поменяла это дурацкое имя на другое. Да, наш отец обеспеченный, но ресторан – это моя заслуга.
Он помог мне, заняв денег. И тебе поможет. Только не деньгами. На следующий день Лена и Андрей Валерьевич отвезли Алису на лечение от зависимости. Давать просто ей денег было нельзя. Но через пару дней Алиса сбежала оттуда, и больше ее никто не видел. Да и искать перестали. Ведь если той понадобится их помощь, то она знает, куда идти. Через год у Лены и ее мужа Виктора родились близнецы – Андрюшка и Матвейка. И, судя по тому, как они разборчиво питались, то будут тоже поварами, смеялись родители. А дедушка души не чаял в них и говорил, что растут бизнесмены. «Неважно, кем они станут», — говорила Лена. «Главное, чтобы людьми были хорошими, а мы сделаем для этого все, что возможно». Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. До свидания.